Начинаем выполнение нашего цветочка с 12 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я выполнила цепочку с 12 воздушных петель, ввожу крючок в первую воздушную петелечку, замыкаю в кольцо. Колечко готово. Далее я буду выполнять ряд столбиков с накидом. Выполняю 3 воздушные петелечки подъема. Они у меня будут заменять один столбик с накидом. Далее накид на крючок, ввожу крючок и провязываю, видите, вот и ввязываю нити еще. И выполняю 23 столбика с одним накидом. И считаю 1, 2, 3, 4, 5. Так я выполняю в колечко. Всего, напоминаю, 23 столбика с одним накидом. Мы завершаем выполнение кругового ряда. Напоминаю, я выполнила 23 столбика с накидом. Ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд — это у меня будут столбики с накидом и арочка из 3 воздушных. Как мы это с вами делаем? Мы выполняем 1, 2, 3 петли подъема, которые заменяют у меня столбик с накидом. Далее арочка из 3 воздушных, накид на крючок. Я пропускаю одну вершинку. В следующую вершинку ввожу крючок, столбик с накидом. Далее арочка из 3 воздушных, накид, пропускаю вершинку и столбик с накидом. Следующую вершинку, да, арочка из 3, пропускаю следующую, столбик с накидом. Все очень просто. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. После того, как я выполнила арочку из 3 воздушных, я завершаю выполнение второго ряда. Ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема, видите. Выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего ряда. Третий ряд тоже очень простой, это следующий ряд. Под арку ввожу крючок соединительная, воздушная петля и хорошо подтягиваю. Далее под арочку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее арочка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Ввожу крючок под следующую арку, столбик без накида. И далее арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И под арочку опять же столбик без накида. И далее я буду чередовать арки из 3 воздушных петель и из 5. Давайте продолжим. 1, 2, 3. Столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Так вы будете выполнять до конца ряда кругового. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение кругового ряда. Выполнила арочку из 5 воздушных и ввожу крючок в вершинку моего первого столбика без накида, видите, при этом пропускаю воздушную и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего. 1, 2, 3, 4 ряда. Это будет основа для моих лепесточков. Как я это делаю? Смотрите, под арочку ввожу крючок, выполняю соединительную. Далее воздушная, хорошо подтягиваю и выполняю столбик без накида.
Далее у меня идет арочка из 3 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3. Выполнили арку из 3 воздушных. Далее я выполняю, смотрите, 2 накида на крючок. И вот под арочку из 5 воздушных все буду провязывать. Выполнила столбик с 2 накидами. Далее 1 воздушная, 3 накида на крючок и провязываю под эту же арочку столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Выполнила. Далее я выполняю 2 воздушные и буду выполнять сложный столбик. Смотрите, я выполняю 4 накида на крючок. Под эту же арку провязываю незавершенный столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее накид на крючок и буду провязывать столбик с 2 накидами. 2 накида делаем на крючок. Смотрите, как я это делаю. Вот мой столбик. Далее я ввожу крючок в самый первый накид снизу. Вот он. И захватываю накид и нить столбика. Напоминаю, буду провязывать столбик с 2 накидами незавершенный. 1, 2. Далее я выполняю 3 накида на крючок. Сюда же, в этот накид, я провязываю незавершенный столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Выполнили. И теперь общая вершинка. Мой сложный столбик готов. Далее 2 воздушные. Я выполняю столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. Далее воздушная, столбик с 2 накидами. 1, 2. Поправим потом все с вами. И далее у меня идет арочка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И столбик без накида под арку из 3. Видите? Вот таким образом. Далее опять у меня арочка из 3 воздушных, и я начинаю делать основу для следующего лепесточка. То есть вот это у нас будет с вами основа для навязок. Еще раз смотрим. Столбик с 2 накидами, 3, сложный столбик. И далее опять же с 3 накидами и с 2. Видите? Итак, я буду выполнять основу для моих лепестков. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Напоминаю, столбик с 2 накидами, воздушная, столбик с 3 накидами и так далее. Выполняйте самостоятельно. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего ряда для основы. Вот такие лепесточки уже видно, да, 6 штучек. Это основа для наших навязочек. И после того, как я выполнила арочку из 3 воздушных, я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную. Мой ряд завершен. И теперь я буду выполнять ряд лепесточков, то есть это будут у меня навязочки. Начинаю выполнение я с 1 воздушной петли, подтягиваю и под арку провязываю 3 столбика без накида. Выполняем. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее я ввожу крючок в вершинку и выполняю столбик без накида. Далее 2 воздушные. Выполняю накид на крючок. И теперь смотрите, беру поудобнее. И вот вокруг этого столбика буду выполнять незавершенные столбики с накидом. Начинаю выполнение. Выполняю 5 столбиков с 1 накидом незавершенные. 2, 3,
четвертый и пятый. Далее 1 выполняю столбик с 2 накидами и тоже столбик незавершенный, напоминаю, и 2 столбика с 3 накидами, 3 накида на крючок, под этот же столбик первый столбик с 3 накидами незавершенный, и еще один столбик с 3 накидами незавершенный. Раз, два, три. Есть. И теперь очень внимательно я буду провязывать по 2 петли на крючке, то есть вот таким образом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. Далее очень внимательно я ввожу крючок в вершинку столбика с 3 накидами, выполняю столбик без накида, и при этом, видите, вот закрепляю мою навязочку. Я продолжаю выполнение лепесточка, и теперь буду выполнять навязочки над вот этим моим столбиком. Опять же выполняю 2 воздушные петли, и теперь смотрите, беру поудобнее и буду выполнять 7 незавершенных столбиков с 1 накидом. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 незавершенных столбиков с накидом. Далее 1 столбик незавершенный с 2 накидами и 2 столбика с 3 накидами. 3 накида на крючок, и опять же все столбики, напоминаю, незавершенные. Раз, два, 3 и еще раз под этот же столбик, то есть точнее вокруг. Раз, два, давайте повторим. Бежала ниточка у нас с вами. 3 накида на крючок и сюда же. Раз, два и 3. Все, выполнили. Напоминаю, все наши столбики незавершенные, и теперь начинаем провязывание, так же как и ранее, по 2 петелечки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Мы выполнили с вами навязочку. Вот видите, это наша с вами как бы вторая навязочка, видите, вот хорошо видно. И теперь будем выполнять навязку над нашим центральным вот этим сложным столбиком. Я выполняю накид на крючок и ввожу крючок в вершинку моего столбика, выполняю столбик с накидом, вот таким образом, видите. Далее я покажу направление нашей навязки. Я буду выполнять над этим столбиком, далее над этим и над центральным. И далее по спирали в противоположном направлении. Накид на крючок и ввожу крючок, беру поудобнее и выполняю столбики с накидом 7 штучек. Считаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6 и 7. Выполнили. Далее накид на крючок и переходим на противоположную сторону. Опять же 7 столбиков с накидом. Считаем. Раз, два, 3, 4,
5, 6 и 7. Выполнили. И далее над центральным выполняем 5 столбиков с одним накидом. Считаем. Берем поудобнее, мы потом с вами все поправим. 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Теперь я останавливаюсь, смотрим, что у нас получилось. Вот видите, наша центральная часть нашего лепестка. Вот такой завиточек уже красивый у нас получается с вами. И теперь мы будем вязать в противоположном направлении и выполнять оставшиеся навязочки. И начинаем выполнение со столбиков без накида. Здесь очень внимательно. Что мы делаем? Я выполняю одну воздушную петлю, работу разворачиваю и выполняю 5 столбиков без накида. Считаем. 1, 2, 3, 4 и 5. Выполнили. Далее я выполняю еще 5 столбиков без накида. Очень внимательно. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее выполняю 1 полустолбик. И в следующую вершинку очень внимательно. Вот следующая, видите, вершинка. Это у нас столбик, который последний провязан вот именно с этой стороны. В эту вершинку я выполняю столбик с накидом 1. Далее второй столбик с накидом. И столбик с 2 накидами в эту же вершинку. Выполнили. Далее смотрите, я беру и вот видите арочка и вот под ней столбик без прошу прощения, с накидом. Я захватываю этот столбик, то есть вокруг него, и выполняю, то есть закрепляю как бы мой вот эту навязочку, выполняю столбик без накида вот таким образом. Давайте я остановлюсь, и мы посмотрим. То есть вот наша навязка с вами. Видите, да? И вот я закрепляю эту навязку вот таким образом. Видите, над нашим столбиком. И теперь дальше я продолжаю вязать и выполнять уже на противоположной стороне. Что я делаю? Я выполняю 2 накида на крючок. Ввожу крючок в следующую вершинку и как бы отзеркаливаю, да, столбик с 2 накидами. Далее в эту же вершинку 2 столбика с 1 накидом. 1 и 2. Далее полустолбик и 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Далее смотрите очень внимательно. У меня одна вершинка, вот она, остается не провязанная. Я покажу сейчас. Вот вершинка одного столбика остается не провязанная. Она нам с вами еще обязательно понадобится. А мы дальше продолжим с вами выполнять наши навязочки. Вот я остановлюсь, заверну. Мы потом с вами обязательно все поправим. И видите, вот наша как бы уже центральная часть готова. И 2 наши половиночки.
И начинаем выполнение над нашим столбиком с 3 накидами. Берем поудобнее. И я выполняю 7 столбиков с накидом, незавершенные. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Берите поудобнее, мы потом с вами все поправим. Далее 2 накида на крючок. Я провязываю 1 столбик с 2 накидами, незавершенный, и 2 столбика с 3 накидами. Помним, как на противоположной стороне. 1, 2. Запуталась ниточка. Давайте я перевяжу. 3 накида и выполняем. 1, 2, 3. Первый незавершенный столбик и 3 накида и еще 1 незавершенный столбик. 1, 2, 3. Выполнили. Далее опять же тот прием, как и выполняли ранее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выполнили. И теперь очень внимательно, помните, мы с вами говорили, вот у нас осталась с вами одна вершинка. Я работу разворачиваю на изнаночную сторону и в эту вершинку ввожу крючок, столбик без накида. Вот наш столбик, да. Далее я выполняю 3 воздушные петли, ввожу крючок в вершинку моего столбика и выполняю соединительную. То есть выполнила вот такое красивое пико, видите, аккуратненькое. Оно будет у нас с вами украшать вершинку нашего лепестка. И нам остается выполнить только вот такую еще навязочку. Сейчас посмотрим, как мы это с вами сделаем. После того, как мы с вами выполнили пико, далее я выполняю 2 воздушные. И смотрите, очень внимательно ввожу крючок в вершинку вот моего столбика, видите? Выполняю столбик без накида. Далее накид на крючок, и я буду провязывать вокруг моего столбика все точно так же, как я выполняла вот в самой первой, помните, мои навязочки. Что я делаю? Я выполняю первый незавершенный столбик с накидом, всего 5 с одним накидом. Далее второй. Далее 3, 4 и 5. Выполнили. Далее столбик с 2 накидами незавершенный и 2 столбика с 3 накидами незавершенные. 1, 2, 3 и еще 1 столбик с 3 накидами. 1, 2, 3. И теперь я завершаю выполнение, как и ранее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. Далее смотрите, что я делаю. Я разворачиваю работу, под 2 воздушные петли ввожу крючок, выполняю столбик без накида, далее выполняю 2 воздушные и ввожу крючок вот в вершинку столбика с 2 накидами, над которым мы только что выполняли навязочку.
Вот видите? То есть мы как бы закрепили наш лепесток, нашу навязку, и сделали 2 воздушные, вот столбик без накида. И далее я под арочку провязываю 3 столбика без накида. Мой лепесток готов. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас получилось. И далее, смотрите, я прежде чем показать вам, хочу сказать, что дальше мы опять же выполняем, пропускаем вершинку столбика, и под арку я выполняю 3 столбика без накида, далее столбик без накида, 2 воздушные, и начинаю выполнение лепесточка, как и выполняла самый мой первый. Что нам остается? Нам нужно поправить наш лепесточек и посмотреть. Вот такая красота у нас получается. Мы поправляем наши навязочки, поправляем нашу центральную часть и смотрим, что у нас получилось. Вот такой красивый, нежный у нас лепесток получился. Видите, да? Так он смотрится по изнанке, то есть вся навязочка у нас с вами идет только по лицевой стороне. Еще раз подчеркиваю, мы поправляем все. И получается так мы с вами выполняем навязки на всех наших 6 лепесточках. Завершу выполнение я вместе с вами цветочка. Мы с вами выполнили все наши лепесточки, выполнили навязочки и завершаем выполнение нашего цветочка. Как мы это делаем? После того, как я выполнила 3 столбика без накида под арочку, я ввожу крючок в вершинку самого первого столбика, выполняю соединительную, хорошо подтягиваю. И далее выполняю воздушную, ниточку обрезаю и тоже хорошо затягиваю. Далее я по изнаночной стороне или более тонким крючком или иглой вот прямо беру и прошиваю нить и обрезаю. Поправляю лепесточки и посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами связали потрясающий цветочек с навязками. Моя авторская разработочка. Центр цветочка вы можете украсить вот такой ягодкой. Ссылочки будут обязательно под видео. Видите? Также можно украсить просто бусинкой. И можно украсить еще вот такой ягодкой. Я сейчас ниточку в центр уберу и покажу. Эта ягодка, ну или элемент, или мотив сделан с бисером. Тоже ссылочка будет под видео. Смотрится потрясающе. И украсит как любое изделие, то есть вот сам этот, да, мотив, так и центр любого цветочка. Вяжется очень просто, смотрится великолепно. Присоединяйтесь, обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы используете такую красоту. И под видео я даю ссылочки на огромное количество моих мастер-классов. До новых встреч, творческих вам успехов! Спасибо, что смотрите меня и, конечно же, за все ваши комментарии.